Фильм «Как я стал русским» 2019 года – это полнометражная переработка идеи сериала «Как я стал русским» 2015 года. В сериале главным персонажем был американский журналист, который волею судьбы, политики и спецслужб оказался в России и решил познать таинственную и загадочную русскую душу. Честно, я впервые узнал об этом сериале при подготовке к нашему фильму. Но такая огромная страна, как Китай, узнала про сериал давным-давно. И вот именно им сериал про приключения американца в России пришелся очень по душе. На одном из китайских киносайтов рейтинг сериала составил 9,2. Шутка ли, но у «Игры престолов» 9,3. Так почему же китайцам так приглянулось ее творение и зачем вообще был снят полнометражный фильм про приключения китайца в России? Сейчас попробуем разобраться. Канал Аризона, лайк, подписка. Мы начинаем. Журавли летят в Китай. Фильм открывается предстраннейшей сценой знакомства русской девушки Иры и китайского простого парня. Они замечательно проводят время в Шанхае, после чего Ира улетает домой, а парень, бесповоротно влюбившийся, решает отправиться вслед за ней. Для этого он учит русский язык, изучает наши обычаи, вешает портрет Пушкина на стене и сообщает своей семье о своем намерении. Семья, конечно, его не понимает, но он все равно улетает. Прилетев в Москву, он, естественно, сразу отправляется в Большой театр. Там у него работает Ира. Признается в любви и сообщает о том, что будет просить у отца Иры ее руки. Так сказать, благословение. Кажется, еще имеется у нас такой обычай. После этого с Ирой на Геленвагене выдвигаются в дом отца. По пути застревают в снегу, дозваниваются до отца, практически замерзают. Но в этот момент к ним на танке приезжает подмога от отца в лице актера Гранта Тахатяна. Воспаленный мозг китайца решает, что лучшей идеей будет доехать до дома верхом на танке. Ну что ж, все остальное действо будет проходить исключительно в пределах владения отца Иры и исключительно в целях проверки на вшивость. Тут тебе и огненная вода, и огонь, и просто вода, и медные трубы, и другие женихи, и финальное испытание будет, где именно проявит себя молодцом, а не наш Иван. Действительно, сценаристы практически скопипастили сюжет фильма у русских сказок. Только в нашем случае Иван скорее антагонист, а в конце фильма становится Петром и получает Василису. Так вот, когда мы собирались на фильм, мы не знали, что нас ждет. То ли плохое кино, то ли интересное. По итогу получилось такое среднее кино на 1-2 раза. От него не мутит в зрительном зале, местами он замечательно смешон, местами странен. В нем в основном показаны стереотипные взгляды на русских со стороны иностранца. Однако кое-где проглядывают и стереотипные взгляды иностранцев, а конкретно парня на себя. Вообще, если говорить строго, этот фильм соткан на стереотипах, но не переходит той грани, когда происходящее на экране можно будет назвать пошлостью и расизмом. Сюжет выглядит достаточно слабо и клипово, но это комедия, и на серьезную глубину тут рассчитывать не стоит. И знаете, после просмотра фильма я точно понимаю, что «Как я стал русским» создавался с расчетом в основном на китайскую аудиторию. Ну потому что $5 миллионов бюджета и более продуманный маркетинг фильма на китайскую аудиторию – это все про бизнес. В нашем прокате достаточно слабую по сценарию комедию невозможно окупить, а уж тем более заработать при таком бюджете. В китайском же сегменте это достаточно маленький бюджет и достаточно интересная массовому зрителю комедия, раскрывающая тему России, столь интересную для иностранца. А мы можем сказать, что это не самый плохой фильм для того, чтобы сходить в кино. Вы же в комментариях можете писать свои ощущения от фильма, может, какие-то шутки вам особенно зашли. На этом все. Всем спасибо за просмотр, смотреть хорошие фильмы. Пока.